Всем привет, добро пожаловать на новое видео проекта Russian Progress. Это канал и подкаст для изучающих русский язык. Здесь я записываю контент на разные темы, и сегодня в качестве темы я решил выбрать волосы или прически. Еще я выбрал такую замечательную локацию, которая отдает замечательным Советским Союзом, его замечательной частью, такой душевной, приятной. Не знаю почему, просто этот район был неподалеку, и я решил найти здесь место, где записать. И вот это лучшее место, которое я нашел. Здесь, к сожалению, нет лавочки, но мы справимся. Я хотел бы структурировать этот выпуск разными прическами, которые у меня были в хронологической последовательности. И начнем мы с обычной детской русской прически. Это довольно короткие волосы, когда у тебя челка вот так вот вниз. И так я проходил все детство практически, потому что на самом деле в России тех времен не было принято еще как-то сильно выделяться, особенно в моем районе. Это сейчас дети, школьники, они ходят и с крашенными волосами, и с длинными, короткими, с разными абсолютно стрижками, и это круто. Но тогда еще был довольно ограниченный спектр возможностей в этом плане, и поэтому все детство, да, я проходил с такой, довольно обычной, скучноватой прической. Вот. Потом первые попытки как-то разнообразить мою прическу, это было, когда я отрастил волосы. Тогда вышел клип Бибера, не знаю, это как-то повлияло или нет. Но, в общем, я стал ходить, и многие стали ходить с такой прической Бибер стайл, да, то есть такие отрощенные немножко волосы, или как дагестанцы ходят некоторые. Вот. И так я тоже довольно долго проходил. Это было уже поинтереснее, чем обычно вот эта стрижка. И тогда не было никаких барбершопов, не было этой культуры еще, не было этой индустрии. То есть мы ходили обычно к тетушкам, какие-то парикмахерские, и там нас стригли стандартно. На лысо я тоже не стригся, потому что я считал, что мне не пойдет. Очень долго я так считал. И я думал, что у меня маленькая голова и так далее. В общем, ни шаг влево, ни шаг вправо. То есть стригся примерно одинаково. Потом начала появляться индустрия Потом, когда начали появляться барбершопы, все начали делать себе андеркаты. Андеркат — такая прическа, когда у тебя волосы сверху остаются, ты их зачесываешь наверх немного в сторону и снизу убираешь. И эта прическа на протяжении 10 лет, наверное, была очень популярной. Я тогда считал, что она очень крутая. Я хотел так постричься. Долгое время не решался, но в определенный момент решился и постригся. Долгое время не решался пользоваться какими-то средствами по укладке, то есть какой-то пастой, чтобы фиксировать волосы. Но потихоньку, помаленьку раскрепощался, скажем так, и менял свой образ. И тоже я так довольно долго проходил, наверное, весь университет. И в определенный момент я наткнулся на видео одного блогера, вегана, у которого были длинные волосы. И я такой подумал, а почему мне тоже не отрастить волосы? Веганом я не стал, но волосы отрастил. Это был декабрь, и я решил с января весь год не стричься. Проблема в том, что когда я их отрастил и только начал их собирать, все мне говорили, что тебе так не идет, лучше ходи как раньше и так далее. И под давлением общества я сломился и постригся все-таки 1 января. И на самом деле пожалел, потому что долго довольно ты отращиваешь волосы, и я не успел толком с ними даже походить. Потом достаточно долго у меня была вот эта обычная моя стандартная стрижка, которая вроде неплохо мне идет, но это было скучновато. И плюс меня бесило то, что постоянно нужно поправлять волосы, постоянно они падают в глаза. Плюс длинных волос в том, что ты можешь собрать их в пучок, и все, и они тебе не мешают. Но я уже постригся, и я опять начал отращивать волосы, как-то начал их фиксировать, но, в общем, это было неудобно. И просто мне надоело. Тогда, в определенный момент, по-моему, через 2 года, я все-таки решился постричься на лысо. Это был первый раз, когда я так сделал, и в целом это было довольно неплохо. Мне понравился результат, это было лето, я перестал ходить в шапке, потому что когда у меня уже были длинные волосы, средней длины, то есть короче, чем сейчас, я не мог их собрать, но они были длинными, они мне мешали, они падали в лицо. Я, чтобы этого избежать, просто ходил в шапке, даже летом. И вот я постригся на лысо, и все, я мог скинуть эту шапку наконец-то и ходить свободно. Это было супер удобно.
выглядело неплохо, довольно аккуратно. И, наверное, в будущем перспективе, когда я начну лысеть, я вернусь к этой стрижке, потому что это самая удобная стрижка в мире. Быстро моешь, всегда выглядит идеально. Единственное, нужно раз в 2 недели, наверное, равнять, чтобы это выглядело чисто. Единственная проблема — летом лучше не ходить без головного убора, потому что сгорает кожа на голове. Это первый раз, что я испытал, что у меня сгорела кожа на голове. И потом, опять же, я отращивал волосы. Некоторое время ходил с короткой стрижкой, с челкой вниз. И тут мы поспорили с Димой, с другом о чем-то, уже не помню о чем. И если мы не выполним условия, мы пострижемся на лысо. Мы не выполнили условия, постриглись на лысо, и опять пришла эта свежесть. Но с тех пор я решил отращивать волосы. Просто мне надоело ходить в эти барбершопы, и надоели эти скучные стрижки. Я не хотел, кстати, этой стрижки, когда у тебя длинные волосы сверху, ты их собираешь и здесь убираешь волосы, потому что в таком случае тебе все равно придется ходить в барбершоп и равнять волосы сбоку. Я хотел отрастить уже нормально волосы, чтобы их, если что, собрать. И в целом, потому что это красиво, это неплохо выглядит, и есть какое-то разнообразие. То есть в случае с тем, когда ты постригся на лысо, только головные уборы, тебя могут как-то разнообразить. А здесь полно вариантов. Нет, тут съемка идет. Есть такое. Длинные волосы мне нравятся тем, что есть какое-то разнообразие, ты можешь варьировать, либо собрать волосы, либо расправить, либо они могут быть у тебя здесь, либо за ушами, чтобы они тебе не мешали, да? В общем, это интересно. И сейчас, в принципе, у меня волосы такой длины, которые не были никогда. И вообще я стараюсь исходить из того, что... Вообще я стараюсь подходить к себе как к компьютерному персонажу, которого ты можешь кастомизировать, поменять прическу, поменять одежду, просто потому что ты можешь, и это интересно. То есть скучно всю жизнь проходить в одном каком-то образе, но при этом я не фанат крашеных волос, не фанат дредов, не фанат татуировок пока что и крашеных ногтей, потому что сейчас парни некоторые начали ногти красить. Я ко всему этому отношусь с пониманием, я исхожу из того, что каждый сам решает, что ему по кайфу, и если человеку это нравится, то я только за. Но лично мне такая эстетика не нравится. Мне нравится что-то более классическое, ретро, при этом с современными какими-то идеями. Еще хотел затронуть такой аспект. Очень многие до сих пор в России или где-то еще, но поскольку я живу в России, говорю про Россию, считают, что длинные волосы у мужчин это делает их немужественными или что-то вроде того. И на самом деле я никогда этого не понимал, потому что, на мой взгляд, мужественным мужчину, и вообще человека делает не прическа, не внешний какой-то вид, а поступки, действия. Не знаю, что входит в понятие мужественность, то есть отвечать за свои слова, быть надежным человеком. И с прической это никак не связано. То есть если ты побреешься на лысо, это не делает тебя мужчиной, не делает тебя достойным человеком, ты просто побрился на лысо. Поэтому в целом мой посыл: если вам нравится что-то, прически, ногти, татуировки, одежда, все что угодно, делайте это, почему бы и нет. Это здорово, меняйте стиль, одевайтесь в классику, одевайтесь в спорт, одевайтесь в оверсайз, одевайтесь в обтянутое. То есть просто это разнообразит как-то вашу жизнь. Это еще один способ сделать ее более интересной. И на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели, послушали. Подписывайтесь на Patreon, на Boosty, поддерживайте проект. И скоро с вами увидимся. Пока!